Есть города, которые раскрываются медленно, а есть такие, которые успевают удивить тебя всего за один вечер. Шанхай как раз из вторых. Гигантский мегаполис, город света и неона, куда мы прилетели всего на одну ночь. Но оказалось, что даже эти несколько часов могут превратиться в маленькое приключение. По плану у меня было многое. Сад Юань, набережная, пандочки в зоопарке, магазины. Но реальность другая. Пока мы прилетели, пока прошли контроль, день уже заканчивался. Нихао! Добро пожаловать в Шанхай. Мы здесь ненадолго, переночуем, завтра улетим. И чтобы не тратить время, мы сразу взяли такси здесь, в аэропорту. Стоит 350 юаней. Считают по километрам. Там мы посмотрели, как далеко находится отель. И сразу можно ехать. Не нужно ждать в очередях, не менять линии на поезде. Я хотела прокатиться вообще на поезде, но это займет очень много времени. А у нас его не так много, поэтому жалко тратить его на всякие пересадки и ожидания. Поэтому сразу едем в отель, скинем вещи, чуть-чуть закупимся и вперед изучать Шанхай. Пока мы едем в город, расскажу вам главный лайфхак, который просто необходим при поездке в Китай. Первое, что нужно сделать, это заранее купить eSIM со встроенным VPN, потому что в прошлый наш транзит мы сидели 4 часа в аэропорту Шанхая без связи с миром. Ну то есть Wi-Fi здесь есть, но толку от него мало, потому что он китайский и ничего привычного просто не открывается. Ни Google, ни Instagram, ни WhatsApp, ничего не работает. Поэтому в этот раз мы позаботились об этом заранее, и все работает, и мы снова, так сказать, на связи с миром. С оплатой тут тоже отдельная история. Карты можете даже не доставать, они все равно не работают. Вам нужно скачать два приложения – WeChat и Alipay. Привязать туда свою карту и спокойно расплачиваться в Китае абсолютно везде. Для вызова такси используйте приложение Didi. Им, кстати, можно уехать из аэропорта, но нужно будет подождать. У них там какая-то своя система ожидания, как нам объяснили на стойке в аэропорту. И на всякий случай скачайте оффлайн карты. Нам, правда, они не пригодились, так как связь работала отлично. Ну что, рум-тур. Сразу по-быстренькому им побежали. После Гонконга, конечно, тут очень много мест. Я сейчас сразу разуюсь. У нас чай. Тут зона такая рабочая. Кровать. О, ванная, кстати, красивая. Сейчас посмотрим. Угу. Туалет. Ну, 0,5, в принципе, вроде нормально. Сейчас попробуем. Очень даже неплохо. Очень даже хорошо. Диванчик. И что у нас за окном? И у нас вот такой вид. И здесь еще сразу такая комнатка. Гардеробная. Утюг, носка и сейф. Я утеплилась как могла, на мне 3 кофты, точнее 2 кофты или 1 жилет, куртка и джинсы. Сейчас поедем в город, уже темно, хотя время 5 часов, полшестого. И надеюсь, мы успеем что-то посмотреть, хотя бы набережную и главную башню. И вот она, жемчужина Востока. Телебашня, которая делает Шанхай настоящей открыткой. Здесь невероятно красиво и невероятно холодно. Погода показывала 8 градусов, но ощущались они как ниже нуля. Ветер пронизывал до костей. Поэтому мы сделали несколько кадров и быстро отправились ужинать в теплый ресторан. Нашли отличный итальянский ресторан на набережной, и если забронировать заранее, то можно поужинать с видом на башню.
ресторана 6 лет подряд рекомендации Мишлен. Здесь очень приятная новогодняя атмосфера и идеальный английский у персонала, что здесь редкость. Мы заказали салат с апельсином и рукколой, пиццу с трюфелем и паппарделли с зеленым горошком. И это была лучшая паста, которую я когда-либо ела. А еще на протяжении всего ужина я просто наслаждалась публикой этого заведения и любовалась китаянками. Мега стильные и невероятно красивые. Просто эстетика для глаз. После того, как мы сделали пару фото на память, без какого-либо плана мы просто пошли гулять и свернули на улицу, где был настоящий праздник. Неоновые вывески, рождественская музыка, китайский стритфуд и множество магазинов. Но больше всего меня поразило это место. По сути, огромный фудкорт, где есть все, начиная от тростникового сока и фрешей, заканчивая морепродуктами на гриле. И даже тараканчики тут тоже имеются. А главное, что все это новогоднее сумасшествие происходит под живое исполнение рождественских хитов. Очень колоритное и классное место. И хоть в Китае свой Новый год, но улицы здесь все равно украшают к Рождеству. И делают это, надо сказать, очень красиво. Повсюду рождественские ярмарки, огни, фотозоны. И тут реально создается ощущение праздника. Я прям зарядилась этой новогодней атмосферой. Ну и контента здесь снимают столько, что кажется, что весь Шанхай работает в режиме вечного влога. По дороге в отель нам попался очень интересный водитель. Мы, естественно, друг друга не понимали. Он пытался что-то объяснить нам, а мы ему. Но самое интересное, что он ехал всю дорогу и подпевал китайские песни. Это было очень мило. И я даже, кстати, зашазамила пару песен для себя, потому что реально классные. А утром, пока мы ходили за кофе, я в очередной раз восторгалась красотой и чистотой города. И это на минутку в городе, где население 28 миллионов человек. Сходили за кофе рядышком, прямо против гостиницы. Сразу отличие. Здесь уже появился пластик. 60 юаней. Это 30 дирхам. 30 дирхам за 2 кофе. Американо и капучино. В общем, что я вам скажу, ребят, Шанхай потрясающий. Мы не ожидали ничего, но получили гораздо больше. И этот вечер в Шанхае хоть и был очень коротким, но таким теплым и запоминающимся. И определенно сюда нужно обязательно вернуться. И уже на подольше. Дорога в аэропорт заняла у нас 40 минут. Кстати, сам аэропорт один из самых красивых, которых я когда-либо видела. Очень классный лаунж в аэропорту Шанхая, и вообще аэропорт безумно красивый. Прям точно один из самых красивых, которых я когда-то видела. И обычно я привереда, и мне еда в лаунжах вообще не нравится. Очень прям редко мне нравилась еда. Но здесь было прям супер. На месте готовят сразу лапшичку с бульончиком горячим, добавляешь, что хочешь. Прям вообще красота. Пока, Шанхай.